Вы же знаете, что мясо – это моя любимая тема, и сегодня еще одна очень вкусная заготовка из мяса. Всем привет, друзья, с вами как всегда Маша, и вы на канале Вкусно, просто и доступно. Сегодня вкусный, простой, проверенный рецепт, который, я надеюсь, вам понравится. Итак, для начала нам нужно само мясо. Сегодня я использую свинину. Я специально взяла 1 килограмм корейки и 1,5 килограмма здесь у меня свиной задней ножки. Для того, чтобы сравнить результат. Честно скажу, корейка, конечно же, это просто бомба. Готовим заготовку. Берем соль, и я добавила сюда специи. Специи я покупаю уже готовую смесь. На 1 килограмм мяса нам нужно для консервации использовать 20 грамм соли. Разрезаю мясо на такие куски, чтобы было удобно уложить в банку, чтобы хорошо заходило в банку. Сегодня банки я использую пол-литровые. И каждый кусок мяса нужно обвалять в сухой смеси, которую мы приготовили. На дно банки добавляю перец горошком и чеснок. Один зубок я разрезаю на несколько частей. Укладываю кусок мяса. Добавляю 1 лавровый лист, еще 1 зубчик чеснока. В общем, на одну пол-литровую банку я использовала 2 зубка. Если у вас не винтовые крышки, а обычные банки, тогда закручивать не нужно, просто прикрываете банку крышками. Заливаю водой, воду я добавляю теплую, чтобы быстрее все закипело. И как только появились вот такие пузырьки кипения, я засекаю ровно 2 часа. Если же вы хотите, чтобы у вас мясо было со вкусом тушенки, тогда тушите на самом медленном огне ровно 3 часа. Если у вас обычные крышки, после тушения нужно закатать. Если же у вас винтовые, то мы закручиваем перед варкой. Даем остыть. Я, кстати, еще отправила на 2 часика в холодильник и нарезаем. Посмотрите, какое красивое, сочное мясо получилось. Корейка очень вкусная. Мои дети такое мясо кушают вместо колбасы. Это просто и очень вкусно. Такое мясо я заготавливаю специально на тот случай, чтобы вот утром, когда нет времени что-то приготовить, то я делаю такие вкусные бутерброды. Оно отлично сохраняется и в погребе, и в кладовке несколько месяцев. Берем кусочек мяса, на хлебушек с соусом, это просто то, что нужно. Ну а я надеюсь, друзья, что такая заготовочка вам понравилась. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик. До новых встреч всегда на канале Вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы. Друзья, напишите в комментариях, актуальна ли вам такая тема заготовок. На завершение хочу сказать, что такое мясо не имеет ничего общего с тушенкой. Надеюсь, друзья, что этот рецептик вам понравился. Пока-пока.